Друзья, ну что ж, у нас сегодня очередное видео из рубрики Fitness Haul, и в этом видео, в этой рубрике я вам буду рассказывать о своих недавних покупках в сфере фитнеса, то есть все, что касается фитнеса, питания, одежда, спортивные добавки, вообще любимые какие-то вкусняшки, то есть все, что касается нашего здорового образа жизни. И если вам интересно, то давайте скорее начнем. Я так поняла, что примерно эта рубрика у меня будет выходить раз в месяц, или же в конце, или же в начале месяца, и я буду собирать свои самые-самые любимые предметы, продукты, вообще любые вещи и показывать их вам, но не просто показывать, а какие-то полезные вещи еще рассказывать, чтобы вам это было, самое главное, полезно. Ну и давайте, наверное, начну все-таки с приспособлений для питания, то есть что мне помогает правильно питаться. И первое, что я вам, наверное, покажу, вот такой вот термос, очень миленький термос. Кстати говоря, почему-то у некоторых очень странные ассоциации с этим термосом, я не знаю почему. В общем, в этот термос у меня вмещается около 400 мл чая. Я чаще всего завариваю именно чай, беру с собой сумку, и когда я выхожу куда-нибудь в город надолго, обязательно заливаю сюда что-нибудь горяченькое, потому что сейчас уже холодно и хочется согреваться. Очень советую вам приобрести термос на одного человека, конечно же, вполне будет достаточно такого термоса. Мне кажется, что в Москве жить без контейнеров для еды просто невозможно. И если я, допустим, выхожу надолго из дома, то есть у меня, к примеру, должно быть 2 приема пищи за то время, как я нахожусь на улице, естественно, мне гораздо выгоднее и полезнее будет брать с собой ланчбокс. Я очень долго искала подходящий для себя ланчбокс. Один заказывала, мне безумно не понравилось, он показался какой-то картонной коробкой, и потом я набрела на вот такой вот контейнер. Он состоит из 2 отсеков. Во-первых, очень удобно, можно брать вот так вот за ручку его. И на первой площадке она вообще очень тоненькая. Мы здесь видим ложку и вилку, они из хорошей пластмассы выполнены. Честно говоря, мне не понравилось здесь то, что они не закреплены. Хотя есть такая вот ложбиночка, но они постоянно вот гуляют. Хотя бы была бы, допустим, какая-то защелка, было бы еще лучше, конечно же. И дальше идут вот такие 2 отсека. Первый отсек чуть побольше, вроде бы, совсем чуть-чуть побольше. Допустим, сюда можно будет наливать супы, допустим, какие-то более жидкие блюда, к примеру. Здесь может быть второе блюдо, какой-то там гарнир, мясо, все что угодно. Вот реально все что угодно. Единственное, что мне, может быть, не понравилось в этом ланчбоксе, я сюда как-то наливала, что-то было у меня здесь жидкое, и чуть-чуть все-таки у меня протекал он. То есть в любом случае у меня уже такой опыт с этими ланчбоксами и с разными какими-то шейкерами. Всегда, чтобы я не упаковывала еда или напиток, я всегда это еще сверху упаковываю в какой-то пакетик и очень-очень хорошо защелкиваю это все, потому что будет очень неприятно, если это все окажется у вас в сумке. Совсем недавно я познакомилась вот с такими вот эластическими петлями, кстати, с которыми я показывала уже вам тренировку на моем канале. Если что, проходите, обязательно пробуйте все эти упражнения. Эти петли от магазина atletica24.ru. Они мне безумно понравились. Во-первых, здесь это уже как идет набор, то есть набор с пакетиком вот таким вот, кстати, как рюкзачок можно носить его, ну, опять же, он влазит в мой рюкзак голубенький. Здесь набор идет из 4 петель, каждая петля разной степени натяженности. Здесь это, кстати, все указано и не нужно путаться. Для новичка это, мне кажется, самое оно. И сами петельки вот эти вот, они, ну не то чтобы петельки из какой-то там резинки непонятной, которая может порваться и там шлепнуть вас по попе, да, они, я не знаю, они очень сильные, они очень прочные, у нее нет начала и конца, это сплошная петля. А эластичные ленты, они дешевле гораздо, но они очень-очень быстро рвутся, тем более, если проходит время, допустим, у меня была где-то год моей ленте, и она порвалась, и довольно-таки легко, я просто потом ее на кусочки вот так вот разрывала, поэтому у них есть какой-то срок годности, у этих же петель Я не знаю, что с ними может случиться. Мне кажется, вы можете висеть на них и вместе со своим мужем и детьми, и ничего с ними не случится. Поэтому я ими очень-очень довольна, и они мне, я думаю, очень долго прослужат. То, о чем я давным-давно мечтала, наконец-то у меня в руках. Это тоже эластическая штучка, которую я вам сейчас расскажу. И если вам будет интересно, то мы затронем немножко подробнее эту тему.
А именно, если вы знаете, что у меня тип фигуры прямоугольник, то есть у меня ярко выраженной талии нет, и это просто невозможно физиологически, потому что генетически я не предрасположена к тому, чтобы у меня была ярко выраженная талия. Но я решила поставить такой эксперимент и полностью отказаться от упражнений на пресс, на косые, на прямые мышцы живота, но добавлять статические упражнения на пресс, как планка, допустим, ну, я думаю, вы знаете, и использовать при своих тренировках вот такой вот эластический корсет. То есть это такая очень качественная резина. Я думаю, вы часто видели такие корсеты в Инстаграме, на каких-то фотографиях, модели стоят с этими корсетами, как будто бы они помогут им приобрести талию. На самом деле это неправда. Просто такие корсеты помогают очень сильно сжать ваш кор, то есть вашу талию, ваш пресс, и максимально отключить работу вот этих вот косых мышц пресса, то есть мышц вашего пресса при выполнении любых упражнений. Если вы помните, у меня когда-то был рюкзак такой розовый в точечку, я его еще таскала в Таиланде. Естественно, он уже полностью истрепался, я его выкинула. И на этом же сайте, на китайском сайте, я приобрела себе вот такой вот рюкзачок, очень миленький, на этот раз голубого цвета. Не знаю, надоели мне какие-то розовые цвета. Он очень-очень хорошо, качественно выполнен. За его цену 5 или 6 долларов, по-моему, это просто копейки. Я вообще в восторге иногда бываю от китайских сайтов, потому что иногда придет какая-то половая тряпка, простите, а иногда придет вещь, которая ты думаешь, ничего себе, вот это за эту цену, это просто обалденная, мне кажется, цена, поэтому я очень постараюсь найти ссылку именно на этот рюкзак, именно на том магазине, где я брала, потому что их очень-очень много, я постоянно на разных беру. И именно эту модель я вам постараюсь отправить ссылочкой в описании. Обязательно заходите туда, если я не ошибаюсь, или 5, или 6 долларов. Но за эту цену он того стоит, поверьте. Хотелось бы, конечно, чтобы внутри было больше отсеков, допустим, для телефона, для чего-то еще. Естественно, я его использую как для рюкзака, с которым я иду на тренировку, допустим, чего я говорю вам об этом в этом видео о фитнесе. Потому что в него все вмещается, в него может вместиться даже 2 пары кроссовок, ваша спортивная форма, ланчбокс с едой, этот же термос, бутылка с водой, то есть в него очень-очень-очень много всего вмещается, действительно. Удобный передний карманчик с такой вот лапкой интересной, куда можно телефон положить, боковые карманы, к сожалению, не застегиваются, я ими обязательно не пользуюсь, в метро это очень и очень опасно. И еще вот такие вот маленькие ушки, которые плохо заметно, ну, они, не знаю, они создают просто веселое настроение какое-то, поэтому почему бы и нет? Так, ну что, переходим к одежде, и мне хочется быстренько затронуть тему с одеждой от Puma. Когда я участвовала в их мероприятиях, мне, естественно, надарили очень много одежды, и чем больше я выставляю фотографий свой в Инстаграм с лосинами и стопом, тем чаще мне задаются вопросы, откуда это. Да, именно вот этот комплектик, такой вот нежно-голубо-зеленый, изумрудный, я даже не знаю, что это за цвет, с вот такими вот полосками черными, и вот этот вот безумно шикарный топ, это все от Puma, это новая коллекция. И что я хочу сказать, лосины, во-первых, меня удивили, потому что я сначала их напялила, ну, как обычные лосины, да, на низкую талию. На самом деле здесь очень такой высокий такой пояс идет, и он действительно идет выше, чем пупок. Вот действительно очень высокий. Вы знаете, как высокие джинсы, тот же самый прикол использовались с вот этими лосинками. Они очень хорошо облегают, они сразу же как-то подтягивают ноги, ягодицы. Вот эти полоски, единственное, именно под этими полосками почему-то потеет кожа. По поводу этого топика, то когда мы были в лагере Puma, все девчонки, которым достался вот этот вот комплектик с этим бюстгальтером, были просто в восторге от него, потому что какая бы грудь у вас ни была, все становится просто шикарно. Во-первых, поддержка, какой-то объем создается, что ли, и действительно грудь хорошо собирается вместе, воедино. Единственное, мне достался какой-то маленький размерчик. Вот если был бы на размер больше, я была бы абсолютно счастлива. Поэтому обязательно, когда вы, допустим, находитесь в магазине Puma, неважно, в любом магазине, всегда меряйте.
Я хотя бы сказала свои размеры, да, размерную таблицу, но вот как-то вот маленький мне почему-то достался. Но в любом случае, я надеюсь на то, что я хотя бы еще парочку килограммчиков скину, и тогда будет все идеально. Но сам по себе топик обалденный. Опять же, насмотревшись на каких-то фитоняшек в Инстаграме, я очень давно хотела себе приобрести какой-то комбинезон для спорта, то есть для фитнеса, да. И сейчас очень большой выбор в плане комбинезонов, даже это, мне кажется, какая-то мода пошла именно на комбинезоны, то есть сплошной костюм, где нет низа, верха, то есть как-то он одевается, любые комплекции есть сейчас, все, что хочешь, могут придумать, но такого, как я нашла, поверьте, я еще такого не видела. То есть верхушка здесь идет самая обыкновенная, на вот таких вот лямочках, которые регулируются, что очень хорошо. Очень хорошо, что здесь есть чашечки от лифчика, правда, они, если честно, какие-то странные, то есть под большую грудь будет идеально, под мою грудь, хотя здесь есть пушап, в чашечках есть пушап, но все равно они как-то, не знаю, они не дружат между собой, разбегаются в разные стороны, то есть важно подрегулировать именно вот эти ремешки, и тогда все будет идеально. Сзади идет вот такое вот колечко, на которых находятся эти лямочки, и открытая спина. Вот тоже интересно ваше мнение, вы бы стали носить такой комбинезон? Мне кажется, это ну просто обалдеть, особенно если вы занимаетесь с мужем, тогда все супер, конечно. И, что самое интересное, идет средняя часть и бульк. То есть это идет градиент от черного цвета до ярко-ярко салатового цвета. Это просто обалденно. Во-первых, градиент действительно красивый, он плавный, никаких резких таких вот границ нету между ним, и это безумно красиво смотрится. Вот такого комплекта, то есть вот такого комбинезона я еще, по крайней мере, не видела ни у кого. Ну и последняя моя совсем свеженькая новинка, последний мой костюмчик от фирмы G-Sport, с магазина G-Sport, и вот такой вот комплект идет с лосин. Лосины тоже у меня салатовые, почему-то мне проперло на этот цвет, и серый цвет лосинок идет. Я даже вон еще не снимала бирку, только-только вот недавно мне его привезли. Просто обалденное качество. И что хочется сказать по поводу цвета. Если у вас уже есть довольно-таки внушительные формы, допустим, накачанные ягодицы, бедра, то есть вы добились какого-то успеха, и если вы хотите выделить еще больше свою фигуру, мне кажется, что серый цвет в плане леггинсов, вот что касается леггинсов, это самый беспроигрышный вариант. Ни черный, ни белый, ни разноцветный, без всяких рисунков, чистый серый цвет, возможно, даже с какими-то полосочками, так классно выделит вашу фигуру и ваши объемы. Вот я не знаю, почему именно серый цвет творит такие чудеса, но обязательно присмотритесь. Что касается топика, то извиняюсь, если, во-первых, он немножко помятый, вот только-только вытащила его, то очень интересный крой. Во-первых, видите, горловинка довольно-таки высокая, и сзади она идет глубокая. Очень необычно смотрится. Я, во-первых, думала, что это зад, а это перед, на самом деле нет. Вот это передняя часть с надписью Smile, и вот это задняя. Очень хочется спросить мнение у вас в комментариях по поводу одежды и тренажерного зала. Вообще, что вы одеваете на свои тренировки? Вам важен комфорт в первую очередь или то, как вы себя ощущаете в одежде? Допустим, если это какая-то яркая одежда с кричащими надписями, допустим, какой-то очень оригинальный комбинезон, вроде бы кажется, что он очень откровенный, но в то же время, если вам комфортно и вы себе радуете глаз, то почему бы и нет? Поэтому что вы выберете? Яркую одежду, которой вам комфортно будет заниматься, или же что-то скромное, лишь бы просто не бросаться в глаза, заниматься как тень, чтобы на вас никто не обращал внимания. Вот интересно ваше мнение в комментариях. Ну и в принципе на этом мое видео будет заканчиваться. Обязательно пишите ваши покупочки, что вам понравилось за последний месяц, что касается именно спорта, питания, что вы новое себе приобрели, что помогает вам строить тело своей мечты. Ну а мы с вами встретимся совсем скоро. Всем удачи, пока-пока!